Привет! Это второе видео про айваску. Первое видео я записала сразу же после приема, после первой церемонии айваски. Но второе видео я записываю уже почти неделя прошла. Да, неделя прошла после второй церемонии айваски. Может быть, эмоции уже немножко подостыли. И не я, скорее всего, надеюсь, что я не буду реветь. Я буду, так как уже у себя в голове все вроде бы по полочкам разложила. Но, с другой стороны, я, может быть, и забыла некоторые моменты, которые пережила. Опять же, было настолько глубокое погружение на этот раз, столько эмоций, столько чувств, вообще просто, не знаю, обо всем поподробнее. Да, сразу же нужно сказать о том, что айваска – это наркотик. Да, это наркотик, но не вызывает привыкания. Я изучала вопрос этот перед тем, как пойти вообще на эту церемонию, поскольку для меня это все время было как-то типа... Старалась держаться подальше от наркотических средств. Даже когда была школьницей, участвовала в волонтерском сообществе, типа против наркотиков там и так далее. Но не суть. О том, что такое айваска. Айваска – это обычно из двух компонентов. Первый компонент – это лиана, второй компонент – это листья, не помню чего, но, в общем, листья эти содержат алкалоиды, содержат, как он называется, диметилтриптамин, по-моему, то есть ДМТ. И это наркотический компонент. Вообще он вырабатывается нашим мозгом, в том числе во время фазы быстрого сна, но не в таких количествах. То есть благодаря вот этому гормону, так называют гормон, мы можем видеть вот эти красочные сны, то есть фазу быстрого сна. И этот компонент, этот гормон, он отвечает за то, чтобы как бы смягчить чувство стресса там, и так далее. То есть помогает нашему организму справиться со стрессом. В том числе прием айваски, он для каждого разный. То есть каждый чувствует абсолютно разные эмоции, разные чувства, разные, и переносит всю эту церемонию по-разному. Это я видела настолько, то есть это у меня настолько глубокое погружение было в себя, настолько я видела прям вот все в красках и чувствовала на себе прикосновения людей, которых я видела. И для меня это было прям реально галлюцинации, но в том числе осознанные галлюцинации. То есть я понимала, что это как бы просто церемония. Кто не видел мое первое видео по поводу, как я испытывала вот этот страх, у меня была паническая атака такая жуткая, и в то же время я могла себя успокаивать, постоянно как бы отдергивать, что типа дыши, все нормально, это только церемония. Но вот эти панические атаки на меня периодически накатывали. И я, кстати, прочла немного по поводу этого заключения, что это может вызывать, вот эти вот панические атаки. Перед тем, как пойти на церемонию айваски, советуют отказаться на неделю от мясных продуктов, то есть от мяса, птицы там, и так далее. Более вегетарианская еда должна быть постная, соль, сахар исключить алкоголь, исключить сексуальную активность там, и так далее. То есть такая диета шаманов, диета, как это называется, монахов. Я не исключала мясных продуктов, только в последний день, и накануне, по-моему, я не ела мясо, а так яйца у меня были, мясо, в том числе курица, то есть это все я употребляла. Возможно, паническая атака была вызвана этим, я не знаю, конечно, а возможно, просто настолько именно глубокие были переживания. И посмотрите видео первое, где я рассказываю, что я видела, что я чувствую на себе. Некоторые вообще ничего не чувствуют, когда принимают айваску. То есть, например, Алмир, который был со мной, он в первой церемонии вообще ничего не видел, ничего не ощущал, его только рвало. Во второй церемонии его не рвало, уже что-то, но он не видел никаких галлюцинаций, не ощущал никакого там чего-то такого необычного, просто был счастливый, как бы танцевал, пел. Он говорит, что было такое ощущение, но мне кажется, он все время такой, хочется петь там и танцевать. Я не знаю, может быть, что-то изменило в его сознании, но он говорит, что как-то так не особо ничего не видел. Кроме того, с другими общалась тоже. Кто-то реально прям с галлюцинациями, кто-то просто тошнило кого-то была легкая эйфория. То есть
у каждого свое путешествие. У меня было такое. Сейчас подробнее расскажу, как это было, да. В этот раз у нас церемонию вел настоящий индеец, с Чили, по-моему, он. Церемония была на его языке, он был и его помощница тоже индейцы, я не знаю, индейцы, индейка, как правильно сказать? В общем, индейцы. И они в первую там, даже элементарные вот эти вот слова, типа аминь, там, на первой церемонии было таро, то здесь это было ащащ, что такое, то есть на их языке. И не было электронной музыки, не было ничего, он пел сам, пела она, он играл на гитаре. Церемония была очень красивая на самом деле. И кроме того, теперь как это проходило, да, перед тем, как мы приняли зелье вот это, айваску, нам дали еще рапе, по-моему, называется, хапе, они говорят. Это индейский, скорее всего, табак, его задувают, нужно задержать воздух, и тебе в нос прям вдувают вот этот измельченный в крошку порошочек, лист табака, и нужно дышать ртом, поскольку если ты будешь дышать носом, будешь кашлять, как не в себя. Тоже, это уже сразу же после вот этого всего меня такое прям чувство тошноты, что-то такое сверхъестественное я не почувствовала. Мне сказали, что должно открыться там сознание, не знаю, третий глаз какой-то. Со мной ничего такого не было, мне было просто жутко неприятно вот это вот ощущение, тошнотворное такое. И я кашляла, и мне охота было пить. Было какое-то такое состояние в голове тяжелое, не знаю. Алмер жутко стал потеть после этого. Говорят, что вот это вот рапе должно помочь как-то усилить эффект айваски, я не знаю. Может быть, усилил, может быть, нет. В общем, так, все. После рапе, прошло немного времени, мы приняли вот это зелье. И где-то час, наверное, может быть, больше, не знаю, но очень долго. Я вообще ничего не чувствовала, не ощущала, просто была музыка, и все. И я думаю, в прошлый раз это так жестко меня колыхнуло, что-то такое, может быть, отличается индийский ритуал от этого, я не знаю. Я просто начала глубоко дышать через рот, вдох и выдох также ртом, как на другой церемонии, без всяких там препаратов, только музыка и вот именно дыхание. Нас шаман вводил в транс, и я решила помочь себе также дыханием. И вот сразу же, как я начала так дышать, у меня началось что-то меняться, в общем, сознание, началось вот это вот все в красках, калейдоскопы там и так далее. То есть галлюцинации пошли. И сначала это было, если в первую церемонию у меня началось с панических атак, закончилось там оргазмами, то в этот раз у меня наоборот началось с того, что я начала чувствовать просто такое прям удовольствие, предоргазмические какие-то состояния, я не знаю, было просто приятно слушать музыку. Да, музыка была везде, как будто бы вот этот шаман, как будто бы он повсюду был. Я голоса слышала отовсюду, и здесь, и здесь, и здесь. И мне первое время казалось, что мне прям что-то вот на лицо давит, мне охота было закрыться. Просто как-то некомфортно было, как будто бы, не знаю, это не кто-то давил, а что-то вот, не знаю, как-то потоком воздуха на лице какое-то вот прям неприятное было ощущение. И вот, да, были такие состояния, как бы удовольствия, и в то же время как бы такое чувство стыда, типа, ты тут на церемонии, тут полно народу, ты как чувствуешь, что такие эмоции ты можешь испытывать, там, как ты можешь чувствовать такое, типа, стыдно, Людмила, и другая я, не знаю, в общем, мысли у меня в голове, типа, что тут стыдного, почему, типа, нас воспитывали так, типа, секс это стыдно, на самом деле, там, типа, ничего подобного. Ты же получаешь удовольствие, почему это стыдно? Типа того, что... И вот у меня в голове вот эти мысли были. Типа стыдно, не стыдно, стыдно, не стыдно. И постепенно началось вот это стыдно, не стыдно переходить на то, что... То есть на контент, который я периодически там что-то выкладываю, видео, и думаю о том, а что люди подумают? А люди вот там плохие комментарии оставляют, типа, может быть, мне вообще не стоит это делать, может, мне не стоит снимать там. И началось вот это, как бы
переживания за плохие комментарии. Тут мои мысли говорят: да забей на эти плохие комментарии, типа, все в порядке, все, ты типа, ведешь там для себя, получая удовольствие. Это ничего такого. Всегда будут люди, которые будут не любить то, что ты делаешь, но в то же время будут те, которым будет нравиться. Типа, просто продолжай делать то, что ты хочешь. И вот это вот. Потом началось то, что я начала на себя наезжать за то, что я периодически прокрастинирую, то, что там, я давлю на себя, что я что-то не доделываю и не выкладываю. Допустим, я упрекнула себя в том, что я уже давным-давно, не знаю, сняла несколько курсов, которые у меня просто вот видео, уроки записанные, которые просто вот выкладывай в сети, начинай как-то продавать этот контент, начинай работать с этим. Но нет, у меня такое вот это вот чувство осуждения себя о том, что он недостаточно хороший. У меня вот опять мысль. Вот мне кажется, что я недостаточно его там проработала. Другая я там: да ты чё, он такой классный, давай, начинай выкладывай, там, типа, хватит себя гнобить. И вот эти мысли, такие качели, как бы, и так получается, что я вроде бы, когда я только признаю, что да, типа, все хорошо, у меня картинка сменяется. Как будто бы, блин, я не знаю, мозг у меня просто работает именно на то, что нужно что-то отработать в себе, разложить по полочкам и как бы, как это сказать, в общем, для того, чтобы двигать меня вперед. И это реально работало именно так. Вот картинки сменялись только после того, как я проработала какой-то мой, как это сказать, затык, короче, который мне мешает двигаться вперед. И вот постепенно, я не знаю, как это произошло, но что-то или кто-то решил, или я сама решила, что сейчас настало время побыть мне с родителями. И я начала реально видеть моих родителей, то маму, то папу, то их вместе. Кто меня не знает, поясню, что маму я потеряла, когда мне было 11 лет, а отец после смерти мамы начал сильно пить, и какой-то период времени мы жили с ним. У нас 6 детей у родителей, разных возрастов. Я была последним ребенком, младше меня еще была сестренка 9 лет. И вот какой-то период времени после смерти мамы мы жили с отцом, потом переехали, отец женился, не женился, просто начал жить с другой женщиной, мы переехали в деревню получается, к этой женщине, и я, наверное, не знаю, месяца 3 пожила, меня и моего брата забрала тетя к себе, младшая сестренка осталась жить с отцом. Месяца 2-3, я не знаю, я себя очень долго винила за это, то, что я как бы бросила сестренку, у меня было чувство вины такое, которое долгие годы не проходило, и я прорабатывала это чувство вины, когда мне было 31 год уже у психолога в кабинете, и выяснили, что у меня вот, чем это, как бы, что это такое, как бы обозначилось именно, что это чувство вины за то, что я ее бросила. И мы прорабатывали с психологом именно вот это вот мое состояние. В общем, не суть. Когда я была под Айоваской, я не видела братьев, сестер, я видела только родителей. И я, видимо, я не знаю, мне не хватало вот этого родительского тепла, видимо, в детстве. И вот когда я была под Айоваской, я ощутила на себе все чувства, вот именно детские такие. Я представляла себя маленьким ребенком. Не то, что представляла, я хотела представить, а именно мне мозг рисовал вот эти картинки, когда я такая маленький ребенок, и там мама на ручках, у папы на ручках, там все вместе, как бы мы вот втроем. Мы в семье не привыкли говорить о любви, но в то же время я видела, как папа с мамой там обнимашки, вот эти вот чувства такие. И я помню, что чтобы почувствовать вот это вот тепло, я не знаю, я не думала об этом тогда, но сейчас понимаю, что для чего я это делала. Чтобы почувствовать это тепло, я притворялась. Допустим, я вечером притворялась, что я уже уснула. Такая где-нибудь завалилась, типа я сплю. Меня отец брал на руки, относил в кроватку. И как бы я такая думала, блин, никто не понимает, что я-то притворяюсь. А на самом деле все понимали, все прекрасно. Я там глаза открывала, ну, по-детски, чтобы мама меня там погладила лишний раз. Я притворяла, что я болею, и она натирала. Не только я так делала, но все так делали, братья мои сестры. Мама натирала нас яблочным уксусом, подтыкала одеяло под себя, в общем, что-то такое. И вот
вот под этой ayahuasca я реально ощущала себя маленькой девочкой, которая вот обнимает. Блин, и я не просто видела это, я реально чувствовала прикосновение, я чувствовала вот это вот состояние, вот это тепло. У кого есть дети или кто был ребенком, вот, понимает, наверное, это состояние. Ага. Но я ощутила только тогда, только вот здесь, вот с этой ayahuasca, вот это тепло, вот, как мне этого не хватало. И было настолько классно, реально. Кроме этого, я видела маму, уже взрослый, как будто бы, ну, не даже взрослый, как бы я взрослая, она, кстати, моложе. Я видела ее молодую, такую жизнерадостную, и мы с ней были в Америке, я не знаю почему, но мы с ней оказались в Лос-Анджелесе, и вот у меня, это в реальности я была в Лос-Анджелесе, когда были вот эти, гуляли мы по аллее с подругой, и вот эта звезда Дженнифер Энистон, аллея звезд, и я с мамой такая: блин, мам, я так хотела с тобой здесь оказаться, ты меня не путешествовала, вот мы теперь с тобой в Лос-Анджелесе. И я помню ее, она такая красивая на этой аллее звезд, и мы с ней вдвоем, я показываю ей эту звезду, я говорю: и вот здесь я была одна, я реально хотела, чтобы ты это увидела, я тебя сюда привезла, так классно, мама, мы с тобой можем гулять как подружки. И я думаю, это, наверное, у меня возникло, поскольку я помню, когда я училась в институте, и когда мы, допустим, сдали какой-то экзамен, и все девочки, мальчики выходили и звонили там маме, отчитывались, типа: я пятерку там получил. И у меня такое чувство было: блин, я так хочу позвонить. И даже реально просто позвонить, сказать там: мам, блин, я у тебя молодец, ты можешь мной гордиться. Мне этого не хватало, я звонила сестре, говорила, но реально хотелось позвонить маме. И помню вот эти новогодние тоже звонки, когда там Новый год, все звонят, поздравить родителей. И мне прям так вот, когда все, кто-то там: мам, слышу вот это вот все. Мне так: блин, я тоже хочу. И вот, блин, здесь я реально все это испытала. Не звонила, а была реально рядом. Настолько круто было это все. И в то же время вот как раз это то же самое, как я сказала, этот гормон вырабатывается у нас во время быстрого сна. И вот здесь мы были на этой церемонии, началось, наверное, в 8 и закончилось где-то в час, то есть, а действие началось, наверное, где-то ближе к 10. То есть, вроде бы не такой, в общем, короткий промежуток, и я видела столько всего за этот короткий промежуток, и как раз вот это вот то, что у нас именно также мы и сны видим, что картинка сменяется одна за другой. Только здесь, когда мы спим, мы не контролируем то, что нам показывают, как бы мы не понимаем, что мы спим, мы живем. А здесь я видела это все, я ощущала, но в то же время я понимала, что это ayahuasca, что это не на самом деле, что это нереальность, как бы, и здесь нет такого, что совсем все теряется. И кроме того, я видела картинки про отца. Сейчас расскажу про отца. Мне было, если с мамой это было такое доброе, светлое чувство, то с отцом у меня чувство вины меня здесь накрыло. В этой церемонии это просто было ужасно, что меня вернули в мои воспоминания, когда я был такой период в моей жизни. В общем, я сбежала из дома тети, сбежала к сестре своей, но так получилось, что нам с моей сестрой пришлось вернуться в дом отца недели на 3. Он в тот период пил очень сильно, он вообще, по-моему, не просыхая, хотя я с ним не общалась, я не знаю точно, может быть, были какие-то периоды в жизни его, когда он не пил. Но вот именно в эти 3 недели, когда мы были с ним, он перестал пить. Он реально не пил, он возвращался с работы и был с нами. Мама, оговорка. На самом деле моя сестра Света, она заменила мне маму, и могу я, наверное, ее так случайно назвать. Хотя, когда мама умерла, я помню, бабушка, когда она там хотела, чтобы мы поехали к вот этой тетке, с которой отец там жил полгодика, и она сказала: тебе надо мама его называть. И я помню, что я бабушке сказала, типа, никогда в жизни никого я не назову мамой. И потом, когда у меня уже были молодые люди,
бывший молодой человек, когда он меня знакомил с мамой своей, и у нас с ней реально возникли очень такие теплые отношения, и она меня называла дочкой, как бы можно было бы мне там, как многие говорят, что там типа, многие, когда замуж выходят, а называют новых, то есть маму своего партнера мамой. Можно было бы, не знаю, у нас настолько были теплые отношения, что вполне она, наверное, была бы рада, если бы я ее называла мамой, но у меня вот это вот настолько застряло, вот это никогда в жизни никого не назову, я реально, нет, для меня мама всегда была одна единственная. И да, вернусь к отцу. Вот эти 3 недели, когда мы с ним жили, я помню, я как-то приготовила обед или ужин, не помню, но мы сидим с ним на кухне, кушаем, и как-то, не знаю, разговор зашел у нас с ним к тому, что я просто ему сказала, типа, блин, ты видишь, что ты натворил? Типа, имела в виду, что все дети, где попало, что у всех какая-то вот эта вот судьба непонятная. Одна сестра там непонятно как живет, другая там сестренка с одним, брат с другим. Я тут с сестрой, мы с сестрой вместе как-то. И я вот именно ему это в упрек сказала, типа, блин, как ты мог вообще? Твои дети где попало? И я начала плакать, и он, ничего не сказав, меня обнял. Но у меня вот такое чувство было тогда противоречивое. Мне тогда было лет 14, наверное. Да, около того. Я закончила 9 класс, да. И он меня обнял, но я настолько зла была на него, но в то же время мне так... Я понимала, что мне так не хватало вот этих объятий. Мне хотелось прижаться к нему, там, ответить как-то, но в то же время вот эта злость на него не позволяла мне это сделать. И вот воспоминания, когда под ayahuasca, меня вот вернули в этот момент, и я такая себе типа говорю, блин, ты же хотела? Какая нафиг злость? Ты понимаешь, что сейчас поздно, сейчас ты уже не сможешь это сделать. И я такая типа, блин, реально, я опоздала. И тут картинка сменилась, я вижу отца, и я на него смотрю, и я не могу ничего сказать, я просто ору, реву и просто прости меня, просто повторяю эти слова и реву. Жесть просто. И в этот момент меня Алмер отдернул, типа того, что церемония закончилась, нужно, не то, что заканчивается, нужно было встать и там что-то поднять руки, там, в общем, вот этот ритуал там один из, нужно было заканчивать, сказать там какие-то слова, каким-то там высшим силам, не знаю. И у меня так получилось, что меня вырвали как будто бы из вот этого состояния, когда я с отцом прощалась, просила его прощения. Он там мне говорил, не он, естественно, мои мысли говорили, что типа ты была ребенком там и так далее, но у меня вот это вот, что прости. И, то есть я в себе вот это до конца так и не отработала в этот момент. И я стою, вот мы заканчиваем эту церемонию, и я стою, просто реву, у меня ноги подкашиваются, меня прям трясет от того, что я опять себе говорю просто, ты снова опоздал, ты не смогла попросить прощения, нормально, типа, он тебя так и не простил, типа того, что... И вот, наверное, так и рождается зависимость. Опа, у меня свет выключился. Неважно, без света будем. Не то, что зависимость, я не хочу сказать, что типа я хочу вернуться, хочу испытать снова, хочу это. Нет, просто я думаю, что вот это как раз и является, что в этот момент я хотела вернуться обратно под действие вот этого зелья и закончить эту церемонию, как-то побыть подольше с отцом, побыть подольше с матерью, потому что я видела, кроме этого, еще картинку, что как будто бы мама с папой живы, что они вдвоем, что они счастливы. И я хотела вернуться в это состояние, хотела как бы закончить на этом, на вот этой вот прекрасной ноте, так сказать. Но меня вытянули именно в момент, когда я была вот в этом вот состоянии чувства вины. И я помню, мы ехали в такси назад, и я ревела, я просто слезы текли, без остановки. Я даже пришла домой и записала сторис. После этого сторис мне многие написали, типа, потому что случилось. Но состояние было реально очень печальное, такое грустное. И хотелось видеть
родителей счастливыми, не хотелось испытывать этого чувства тоски. Но на следующий день мы поехали на другую церемонию. Я ела кактус. Об этой церемонии я расскажу в следующем, наверное, видео, если кому интересно. Да, куда я качусь. Но ничего страшного, это просто как поход к психологу. Просто под препаратом. Но не вызывает привыкания люди... Я не знаю, насколько они так пишут в интернете. В общем, ничего не буду говорить. И люди живут с этим. Кто-то уже 20 лет периодически принимает, вот эту церемонию проходит. Кто-то с детьми своими. Кто-то там раз в полгода. В общем, индейцы жили с этими знаниями и до сих пор пытаются чтить традиции там, и так далее. Это я для того, чтобы там мои родные не пугались, что я тут наркоманю и так далее. Я хочу оправдаться как-то. Кучу статей в интернете, которые, в общем, это айваску используют для лечения депрессивных состояний там, и так далее. То есть это реально как лекарственный препарат, так сказать, но с наркотическим эффектом. Не вызывает привыкания, не переживайте. Пока-пока.